На работу, я считаю, надо разозлиться. Я тебя ненавижу. Я сегодня тебя закончу. Вдыхаете глубоко. И пошел. Музычку. И поехали. Не пропустите, сегодня я поделюсь своими секретами по шпаклевке, ну и всякими секретами по ютубу. Ну, немного напомню вам, а то уже со своими Миланами, виллами немного отвлекся от этой квартиры. Значит, я поклеил сетку, положил клей, впереди шпаклевка, покраска. Ну, вам, зрителям, покажу, что здесь вообще был установлен пенопласт внутри квартиры, немного обычно, но это желание хозяина. Чем я шпаклюю, называется это ZTL 25. То есть он на основе гипса, но я к нему привык. И к любому материалу, наверное, если привыкаешь, то находишь все плюсы и минусы. Но сразу рассказываю нюансы. Вот смотрите, мешок открытый, я его пару дней назад открыл. Если, напоминаю, что он на основе гипса, ну наверняка и другие материалы также работают. Вот я намазал все здесь, пару дней сохло, была влажность. Ну, по идее, я оставлял здесь сверху вентиляция, снизу вентиляция, оно продувалось и неплохо высохло. Но если этот мешок, материал долго стоит во влажном помещении, открытый, он впитывает в себя влагу. Когда я его шпаклюю, он сохнет где-то там полчаса. Если он уже пропитался влагой, он сохнет 10 минут, что-то вы намазать можете. Но это вообще не работа, это просто уже мучение какое-то получается. Он превращается как в гипс, сохнет быстро. И многие не понимают, начинают мазать, если они это не знают, оно не идет, и они не знают, в чем дело. Но я же всегда им работал, да, всегда работал. Когда он свежий, да, но если он отсыревший, все, выкиньте его. Либо мажьте какие-то такие места, где неважные, то есть это не финишная рука будет. Итак, пару слов. Ведра начнем. В прошлом видео я показал, что у меня ведро упало. Как так? Я ничего не делал. Оторвалась ушко. Блин. Я просто эти ведра купил, оно стоит евро 25. Я их никогда не покупал, я не знал, не видел. Видите, здесь вот такая вот фигня. И да, обычно я работаю на лестнице, оно висит на лестнице. То есть, ну, ведро классное, но не для лестницы, я уже знаю, скажем. Такое ведро. Сейчас я буду шпаклевать. Некоторые, вот эти ведра прочные, здесь, то есть, ушко, пластмасса хорошая, есть черные такие ведра. Но для шпаклевки они хреновые, и это вам никто не расскажет, я уверен. На шпаклевке все время надо чистить ведро. То есть вы собираете по краю постоянно. Но в этом ведре есть одна проблема. Вы когда шпателем проводите по краю, на нем собирается вот такая вот стружка с ведра. И потом она остается на стене. И постоянно пальцем это надо чистить. То есть я не использую такие ведра. Хотя люди шпаклюют, мучаются, но шпаклюют. Как там говорят про кактус. Кто-то его ел и плакал. Так же и здесь. Самые идеальные ведра не конусные, а вот прямые, с подкраски. Это с стук-пасты. Ну, финишная шпаклевка. То есть оно ровное. Шпатель даже большой. Он красиво счищает все по кругу. Ничего он не царапает. И самое идеальное, внизу тоже очень удобно выгребать шпаклевку. Это по ведрам. Инструмент.
Наверное, многие ржут, что у меня все ржавое, старое. Для меня это не критично. Понимаете, вот хорошая такая американо, она стоит под 30 евро. Да, она не ржавеет, но, блин, 30 евро. Она может упасть, сломаться, ее можно забыть, потерять. Как бы это риск. Эти стоят по 3 евро шпатель, но это, ну, я не знаю, я даже не помню, сколько она стоит. То есть я работаю до тех пор, пока я вижу, что она мне не создает проблемы. Мне главное, чтобы эта часть, она была не попорченная, то есть идеально. Если она не царапает, ничего, какая мне хрен разница. Большими американами, да, я тоже люблю работать, но это надо, чтобы было настроение, сила. Ну, скорее всего, что буду здесь сегодня тоже работать. Не все могут большими работать, не хватает мощи. Она для скорости, она для, ну, если вы, не хватает вам энергии, тяжело ею работать. Есть это маленькое, это побольше, есть еще больше. И обычно мы шпаклевали теми. Опять же, качество у всех разное, они немного тяжелее. Итальянцы, я вот работал с итальянцами, они работают вот такими. И объясню, в чем преимущество. Тоже многие не понимают и не знают. Типа, она же маленькая, будет медленнее. Во-первых, она маленькая, но она легкая. Рука не устает. Она более такая шустрая, скажем. Часто мы делаем уже старые стены, ремонтируем. И они бывают часто кривенькие, там, мини-ямы такие. Чем больше американо, тем ровнее должна быть стена. Если она кривая, вам, скажем, надо будет 3-4 раза проходить, чтобы выровнять эту стену. Если хозяину обычно идеальной ровности никто не требует, то есть это залазит в каждую ямку и не видно вот этих царапин. То есть да, она немного не делает идеально, но в конце концов на глаз это незаметно, эти мини-ямы. Но ей работать намного удобнее. И поэтому я предпочитаю в последнее время, ну, не самую маленькую, но такую. У меня есть, вот я купил. Вот она блестящая, красивая, но это легче. А это какая-то жесткая. Во-вторых, ручка иногда очень важна. Мне это как-то не так, что-то в ней не то. Во-первых, слишком толстая ручка для моей руки. Вот, видите? У меня рука, есть руки побольше, и, может быть, и было бы мне неудобно. Вы видите, каждый нюанс такой важный. Хотя она чистенькая, я ею не работаю особо. Вот эти американо, я еще делаю стуко Венециано, это одна из старых. Они тоже самые дорогие, есть побольше. Видите, у них угол закругленный и очень острая вот эта штука. Она настолько острая, что вот эти вот накладки, чтобы сохранить вот этот край. На стуковенецианке это очень важно. Ну и она немного, ну есть свои нюансы, это я уже вам, если вы не занимаетесь этим, не нужно. Ну, почему я тоже для венецианки беру маленькую, она делает красивее узор. Ну, никто венецианку сейчас особо не заказывает. Ну и шпателя. Шпателя, естественно, должны быть всегда разные. Допустим, чем больше стена, допустим, у вас большая американо, не будете же вы на большой американе там маленькой стекой. Я беру побольше. Плин-плин. И сразу она быстро идет. Кстати, Юра еще купил, черт знает когда. Здесь еще, это для гипсокартона, здесь еще идет головка такая для шурупов. То есть, когда вы шпаклюете сетку на швы, если там шуруп торчит, то можно подкрутить ручкой, ну, где-то выпало. Все. Ну, уголок сейчас приклею. Кстати, приклею многие, особенно этот же уголок называется для гипсокартона, правильно? И многие его прикручивают. Я говорю, зачем ты его прикручиваешь шурупами? Я всегда прикручиваю. Я вам объясню, в чем фишка. Когда делают работы на объекте, есть бригада, допустим, гипсокартонщиков, есть шпаклевщиков. Причем еще и шпаклевщики разделяются. Одни делают стартовую руку первую, то есть швы только заделывают. Те, кто делают гипсокартон, они должны заделать швы.
но не уголок. Уголок они должны поставить. Потому и такая разница. Они же не могут его приклеить, они не должны его приклеивать, но они должны его поставить. Как они его поставят? Они его прикручивают. Но если я делаю сам все работы подряд, мне не нужно его прикручивать, я его сразу приклеиваю, и все, он стоит. А люди прикручивают. Вы же думаете, что без шурупов он отвалится или... Это трата времени, иногда оно даже ухудшает. То шуруп начинает торчать, то он его перегибает, где-то перетянули. Только приклеиваю, я никогда на шурупы не ставлю. Ну, вроде все, а там по ходу, что еще расскажу. Итак, развожу шпаклевку. Ну, уже покажу вам все свои нюансы. Шпаклевка, я вам говорю, что она начинает твердеть где-то через полчаса. Каждый должен разводить себе, чтобы успеть сделать этот раствор. Жалко потом выкидывать, особенно сейчас все подорожало. И да, часто люди просто не жалеют и выкидывают это все. Типа, ну не мое же, купят еще. Я стараюсь как-то не выкидывать. Эти штуки я не использую. Вообще это для краски. Почему? Потому что ее надо постоянно мыть. Кстати, надо еще воды набрать. И объясню тоже эти нюансы, которые просто по жизни мне вот так удобнее и все. Обычно я размешиваю, обычным вот этим мастерком. Тоже, если вы работали со штукатуркой, вот эти все вещи нельзя оставлять, их надо очень хорошо чистить. Либо она должна быть отдельно, потому что если это отколется, вы не сможете шпаклевать, оно вам будет царапать и все. Ну вот хотя бы так должно быть. Мешаю этим и все. Ну есть это, можно тоже это. Я их купил, там оно евро 50 стоит вообще в каком-то хитром магазине. Но потом постепенно здесь немного остается шпаклевка. Каждый раз мыть тратишь время. Где-то забыл, она высохла, сиди, отверткой выковыривай это все. Рано или поздно это тормозит работу. Это всегда надежное, быстро, самое быстрое. Ну ладно, сегодня помешаю так. Некоторые говорят, надо плавно, как муку. Да, кстати, есть в этом тоже сенс. Но мне терпения не хватает. Тоже это долго сидеть и граться. Лучше одевать маску. Согласен. Кстати, купил какую-то маску, модную. Я терпеть не могу маски. В них дышать нечем. Насыпаю я примерно, как бы на глаз. Чуть-чуть оно должно выходить за воду. И чуть-чуть быть видно воду. Ну, потом, если что, добавляю. Ладно, берем эту штуку. Жидкое. Но оно тут, понимаете, тут тоже надо чувствовать. Оно немного потом доходит. Разбухает и становится твердее. То есть, если вы сделали так, как вам уже надо, пройдет там 10 минут, оно станет уже слишком твердое. Ой, что такое? А что оно трещит? Кстати, здесь помимо гипса еще и известь. Не дай бог, чтобы в глаз попало. Трачу время, вот это трачу время. Ну ладно, миксер меня ускорил немного. Главное, желательно не оставлять пустоты внутри уголка. Часто лениво промазывают все, и он пустой. А потом тоже возникают проблемы. Ну, принцип у меня всегда: лучше перебздеть, чем недобздеть.
Я говорю, что многие сейчас это делают лазерем, показать, что одни модные строители. У меня тоже есть лазер, но Юра, сын попросил, я отнес домой. Оно никак не критично. Еще раз напоминаю, строго по углу он должен встать. Ни туда, ни сюда. Но иногда есть смысл и перевернуть. Но это другое. Я же говорю, что нюансов всегда очень много. Более-менее. Все нормально. То есть я изначально более-менее все ровно сделал, и фактически ничего не надо. Еще раз говорю, что можно проверять сантиметром. И начну большой. С утра, пока есть силы и здоровье, пока я не устал, возьмем среднюю эту фигню. Поехали! Видите, здесь яма. И большой я ничего не смогу сделать. Должен дать высохнуть, и потом либо маленькой. Маленькой можно решить эту проблему. Оп. Кстати, силы дает еще вот такой вот белый порошок. Шустрее работаешь. Но он в воде разводится. Вот такая штука. Ну, тоже для спортсменов. Иногда что-нибудь жру такое. Ну и пока я развожу очередную порцию, скажу вам пару секретов. Я думаю, что многим интересно будет. Потому что я знаю, даже мне и блогеры некоторые тоже смотрят. Кто-то хочет открыть канал. Расскажу вам, что я понял и немного, как работает этот YouTube. Потому что я до открытия канала вообще без понятия был. Скажем, интересоваться, как оно работает специально, нафиг оно надо. Лет 5 назад я не знал, что такое, говорят, лайк, поставьте лайк. Ну, что это, я понимал, что это там класс, я понимал. А вот что лайк оно называется, я не знал. Я говорил, что ассоциировал собака лайка. Что это такое? Именно поэтому иногда напоминаешь, просишь, потому что если тебя смотрит человек там 70-80 лет ему, он вообще может быть не в этой теме. Зачем оно, что оно? Оно на Ютубе, понимаете, любая движуха, причем лайк он не спасет. Вы мне хоть завалите лайками, спасибо, конечно, оно надо, но оно должно работать все в комплексе. Это удержание, то есть, если вы не хотите сделать западло,
блогеру, то смотрите хотя бы желательно в идеале до конца. Но понятно, что все мы куда-то бежим, просто неинтересно. Самое хреновое, это когда вы зашли и через 10 секунд выключили. Это самое большое западло. То есть алгоритм YouTube реагирует именно на вот это. Вот я почему в прошлом ролике вот поставил, допустим, ведро упало. Да, на основного зрителя, на нас, оно влияет так. Если есть какой-то крючок, и оно тебя удержало, и ты дальше смотришь. Если там бла-бла-бла, как начинают многие, да и я иногда могу начать, оно основного зрителя, оно отпугивает. Типа, что-то там бормочет, иду я дальше. Почему новостные каналы, они работают больше, какие-то шокирующие названия, которые там, взрыв мозга. То есть во всем есть свои секреты, хитрости у блогеров, и они это все используют. Вот даже ту же картинку, у меня там с такими мордами. Да, потому что сам YouTube предлагает, есть программа VidIQ, которая предлагает тебе, говорит, это плохая картинка. То есть ставит тебе оценку там 30, 40, 50, всего максимальная 100. Предлагает, давай я тебе сделаю, она делает, и я ее ставлю, потому что там оценка уже 90, то есть она более кликабельная. Поэтому не удивляйтесь, если какие-то названия немного. Я стараюсь не обманывать. То есть название должно более-менее совпадать. С тем, что ты там болтаешь или показываешь. Но иногда я так смешиваю и работа, и что-то болтаю, и так как назвать, что я стену шпаклюю, или я рассказываю там о жизни в Италии. И у меня тоже это проблема. И для зрителя, наверное, да, я хотел посмотреть шпаклевку, а ты мне там на уши присаживаешься. Кстати, от работы не отходим. YouTube не любит просто, когда ты начинаешь мешать темы. Я это раньше очень чувствовал. Я хотел снимать прогулки по Риму, а оно не работает. Вы понимаете? И не работает не потому, что моя вина, а потому что вы смотрите, любите про стройку, там, про новости смотрите. YouTube это запоминает и дает рекомендации на основе ваших просмотров. Если вы не смотрите путешествия, прогулки, Рим, то даже несмотря на то, что вы мой подписчик, он вам не даст в рекомендации, мой ролик этот. Он вам будет давать только про стройку. Это первое, или уже какое. Что, я кусочек стены зашпаклевал, уже треть мешка нету. Мешок стоит 13,50, 14. Какая она ядовитая. Да что ты, блин? Следующая фишка – монтаж. Понимаете, многие хитрят, хотят сесть в машину, поболтать, и это самое простое. В принципе, да, если что-то интересное рассказал, оно тоже идет и намного проще. Вы представляете, сколько мне надо монтировать роликов, каждый ролик, сколько здесь кадров меняется. Там сел, поговорил и все. Да, я иногда тоже делаю, то ли нету настроения, не потому что нечего показать, а, как подписчики формируются. Кто-то услышал мою болтовню, ему понравилось именно этот ролик, он подписался. В следующем ролике стройка. И иногда люди даже и отписываются. Я что-то подписался, это не моя тема. Хотя я ни от кого не отписываюсь, я тоже рассказывал. Если меня что-то зацепило в этом человеке, я останусь. Мало ли, он через полгода может начать совсем другое снимать или более продвинутый станет канал. И люди, мне кажется, отписываются просто из-за злости, типа, то ли на какую-то фразу могут обидеться, отписаться. Это вообще дурка. Потому что раньше YouTube работал по-другому. Как я тоже учусь, уже читаю.
Я же не знаю, как он раньше работал, тоже люди рассказывают. Ты зависел полностью от подписчиков. Сейчас нет. Сейчас главное, чтобы если YouTube алгоритм видит, что начало интересное, тема интересная, и он начинает давать в рекомендации новым зрителям. У меня новых почти не смотрит никто. Я вот даже написал, закрепленный комментарий оставил. Говорю, если кто-то впервые на моем канале, поставьте плюсик. Ни одного плюсика. А откуда пойдет подписчик? Получается, что я как будто насобирал себе 10 тысяч знакомых. И то из них половина не смотрят. Почему не смотрят? Потому что у кого-то интернет уже не работает. У кого-то блокирует, ему лень заниматься, он перешел на другую платформу. Он вообще не то, что за меня забыл, он за YouTube. Но он подписан. А YouTube реагирует. Если подписчики смотрят, тогда мы дадим и другим. Если подписчикам не интересно, какой смысл давать другим? Это тоже несправедливо. Таких же 10 тысяч, как на меня подписались, есть еще сотни тысяч разных, которым, может быть, и понравилось бы, это по-любому понравится, но если вы не показываете, и все, и тупик. И это обидно. Менять темы, типа, это не твоя тема, YouTube не даст показывать. Ну, может быть. То есть это как в лотерею играешь, ты не знаешь, какой ролик выстрелит, который нет. Насчет заработка, да, у тех, у кого много подписчиков, у кого много просмотров, в основном просмотры важны, а не количество подписчиков. Вы подпишетесь, не подпишетесь, от этого блогер богаче не станет. Вы смотрите или не смотрите. И то не конкретно вы, а именно какое количество посмотрело. Да, у меня самый классный ролик, в нем ничего особенного, просто обыкновенная такая же болтовня, работа. Я говорю, что 240 тысяч просмотров. Почему другой не показать? Потому что там рекомендации были. Там пришло, я не помню сколько, может под 2000 подписчиков. Там 200 евро заработка с одного видео. Да, вот это интерес. А все остальное, ну, на тебе 5000 просмотров, хватит тебе, ну, хватит. Так, чтобы тебе чуть-чуть интерес был, знаете. И интерес на пределе. И у меня есть знакомые, там, у них по 30 тысяч подписчиков, а просмотров те же 5-10 тысяч. То есть оно никак не важно. Важно, да, интересно делать ролик, монтировать его, и даже одну и ту же тему можно просто смонтировать по-разному, с болтовней, без болтовни. В общем, учишься, и оно должно идти, понимаете, либо натурально, либо искусственно, почти это невозможно сделать. Так что пробуйте. В том-то и дело, что вы смотрите на других, а вы не знаете, как зритель отреагирует на вас. То есть каждый может попробовать открыть канал и попробовать свои действия. И некоторые, я видел, открывают канал сразу с первых дней, у них, блин, может быть и 200 тысяч просмотров. Вот есть тоже одна в Риме подписчица. А потом смотришь, все. Ты не можешь давать каждый раз одну и ту же тему, и YouTube не будет тебя двигать, как ты не снимай похожие ролики. Типа это уже все прошло, давай свежее. А свежее ты не знаешь, что снять. И все. Ну а на сегодня все. Не пропустите следующие ролики. Дальше будет еще шпаклевка, покраска. Ну и поэтому не забывайте подписываться, а то ж потеряете канал. Всем пока!